Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы поговорим об адаптации деток после рассаживания от материнского листа. Недавно я рассадила вот этих деток. После отсадки от материнского листа важно дать правильный уход им, чтобы они успешно и быстро подросли и не пропали. Когда мы их рассадили по отдельным стаканчикам, детки будут адаптироваться уже к самостоятельной жизни. И в этот момент важно, во-первых, детку не залить большим количеством воды, если вы поливаете их через верхний полив, иначе детка может загнить. Из-за чего это может произойти? Из-за того, что у них недостаточно развита корневая слабая, поэтому вначале деткам нужно нарастить корни. Через стаканчик будет видно, как детка осваивает корешками земляной ком, ими же она будет поглощать воду. Поэтому очень удобно рассаживать деток именно в небольшой объем, а именно в прозрачные стаканчики, через которые все будет видно. И в любой момент вы заметите, если с деткой что-то не так, вы будете видеть всю корневую. Если вы видите, что детки слишком слабые, маленькие, возможно, теряется тургор листвы, другими словами, это упругость листвы, то есть листва становится мягкая, вялая, то детку нужно поставить в тепличку обязательно на доращивание. Вот у меня такая небольшая детка стоит в тепличке под пакетом на доращивание. В ней деткам не страшен ни сухой воздух, ни перепады температуры. Очень быстро детка в тепличке оклемается и тронется в рост. Как только детки наберутся сил, нарастят побольше корней, можно будет заметить, как из центра будут появляться молодые новые листочки. Значит, деткам все нравится, они благополучно приживаются, все замечательно. Чтобы был такой результат, нужно, конечно же, еще хорошее освещение, давать им больше света, чтобы они тронулись в рост и не засиживались. И, конечно же, температурный режим. Деткам не должно быть ни в коем случае холодно. Никаких сквозняков, никакого холода. Сразу после пересадки я деток не удобряю. Так как бывают тоже частые вопросы, а удобряете ли вы сразу деток, чем их подкармливать. Сразу ничем их подкармливать не нужно. Только пройдя все эти этапы адаптации, примерно месяц-полтора месяца, можно начинать вносить понемногу удобрения. Но ни в коем случае не для цветения, еще рано до этого, а с содержанием азота, именно для наращивания зеленой массы, для наращивания листвы. Ну и как только окрепнет корневая, будет нарощена побольше листвы, детка станет уже полноценным стартером. Азотом мы уже не удобряем. С этого момента нужны будут удобрения для закладки цветоносов. Но это уже отдельная тема. Это все, что касается адаптации деток после рассаживания. На этом я буду заканчивать, друзья. Если остались вопросы, задавайте. Будем их разбирать. И до новых встреч. Всем пока!